Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязания. И сегодня я хотела бы показать вам, как связать такой бактус спицами с узором маргаритки, или его еще называют астры, звездочки. Вяжется очень просто. По сути, здесь чередуется всего 2 ряда. Один из них это все петли изнаночными. То есть нужно запомнить всего принцип вязания одного ряда. Поэтому я считаю, что справится с вязанием даже начинающий. Связала я такой бактус из пряжи Астория. По составу 65% хлопок, 35% шерсть. Там мотки по 50 грамм, может быть плюс-минус 3 грамма. И в 50 граммах 180 метров. Здесь цвет 180, сирень. На бактус размером 150 на 70 сантиметров мне понадобилось 105 грамм пряжи, то есть чуть более 2 мотков. И вязала свободно на круговых спицах 80 сантиметров 4 миллиметра. И теперь давайте подробно посмотрим, как связать такой бактус. Набрали на спицы 6 петель. Из этих 6 петель 4 петли будут кромочные, то есть по 2 петли с каждой стороны, и в каждом ряду мы провязываем эти петли лицевыми. Теперь провязываем первый ряд. 2 лицевые, обратный накид. Из следующих 2 петель вывязываем 3 петли, провязываем за задней стеночки 2 петли, делаем накид и снова провязываем. И теперь снимаем со спицы. Вывязали из 2 петель 3 петли. Обратный накид и 2 кромочные лицевыми. Провязали первый ряд. Поворачиваем вязание. Провязываем второй ряд. 2 лицевые. Второй ряд и все четные ряды провязываем узор, основной узор, изнаночными петлями, кромочные лицевыми. Накиды провязываем изнаночной скрещенной. Кромочной лицевой. Провязали второй ряд. Поворачиваем вязание. Теперь провязываем третий ряд. У нас лицевая сторона. И сначала мы провяжем 2 лицевые, кромочные. Теперь в начале каждого нечетного ряда лицевая сторона. После кромочных мы делаем обратный накид. Затем из 2 петель вывязываем 3 петли. Раз, накид и третья петля. Снимаем со спицы. Провязываем 1 лицевая. Дальше у нас из 2 петель снова мы вывязываем 3 петли. И в конце ряда лицевая сторона, нечетные ряды перед кромочными. Делаем обратный накид и кромочный лицевой. Провязали третий ряд. Поворачиваем вязание. Четвертый ряд. Кромочный лицевой. И все петли основного узора провязываем изнаночными. И все четные ряды также провязываем изнаночными. Накид провязываем изнаночной скрещенной. Кромочный лицевой. Провязали четвертый ряд. Поворачиваем вязание. Провязываем пятый ряд. Вначале у нас 2 кромочные. После кромочных это у нас нечетный ряд, лицевая сторона. Делаем обратный накид. Затем из 2 петель вывязываем 3 петли. За счет этого идет расширение. Затем лицевая. Дальше у нас из 3 петель вывязываем 3.
лицевая, и из 2 петель вывязываем 3. Из 2 петель вывязываем 3 всегда в начале и в конце ряда. И теперь перед кромочными выполняем обратный накид и 2 кромочные лицевыми. Провязали 5-й ряд. Поворачиваем вязание. 6-й ряд, четный, изнаночная сторона, все петли изнаночными. Накид провязываем изнаночной скрещенной и 2 кромочные лицевой. Поворачиваем вязание, провязываем 7-й ряд, 2 кромочные, снова после кромочных в начале нечетного ряда обратный накид, и затем из 2 петель вывязываем 3 петли. Так делаем всегда в начале нечетного ряда. 1 лицевая, и затем из 3 петель вывязываем 3. Лицевая, снова из 3 петель вывязываем 3. Лицевая, и в конце ряда из 2 петель вывязываем 3. Перед кромочными обратный накид и кромочные лицевой. Поворачиваем вязание. Изнаночная сторона, 2 кромочные лицевой, а петли основного узора все изнаночные. Провязываем 9-й ряд, 2 кромочные. Теперь после кромочных в начале лицевого ряда делаем обратный накид, затем из 2 петель вывязываем 3, и дальше у нас идет лицевая. Все, что в середине, мы провязываем из 3 петель 3. Лицевая, снова из 3 петель 3. Лицевая, из 3 петель 3. Лицевая, в конце ряда из 2 петель 3. Обратный накид и 2 кромочные. Провязали 9-й ряд. Поворачиваем вязание, 10-й ряд, снова все петли изнаночными. Провязываем 11-й ряд, кромочные лицевыми, затем обратный накид, из 2 петель вывязываем 3, за счет этого идет расширение, 1 лицевая, и дальше все, что в середине, из 3 петель провязываем 3. И смотрим на узор, чтобы не ошибиться. Здесь получается из тех петель, что мы вывязываем 3 из 3, образуется вот такой ромб. Лицевая, и дальше снова из 3 3. Лицевая, и снова из 3 3. Лицевая, из 3 3. Лицевая, и в конце ряда из 2 петель вывязываем 3 петли, обратный накид
и 2 кромочные. Провязали 11 ряд, поворачиваем вязание и изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными, и дальше вяжем бактус до нужного размера. Довязав до нужного размера, можно свободно закрыть петли, спрятать хвостики, и бактус будет готов. Но я в конце хочу провязать несколько рядов платочной вязкой. Начну с изнаночной стороны, провязываю все петли лицевыми. Накиды в начале и в конце я также провязываю лицевой, но скрещенной, то есть за переднюю стенку. Провязала я один ряд лицевыми петлями, повернула. Теперь лицевая сторона. И раньше провязывая узор на лицевой стороне, после кромочных в начале ряда и перед кромочными в конце ряда мы делали накид. Здесь, провязывая платочную вязку в конце вязания, я также буду на лицевой стороне в начале и в конце делать накиды. То есть провязываю 2 кромочные, накид, и дальше до конца все петли лицевыми. И в конце ряда перед кромочными также накид. В общей сложности я провязала 3 ряда лицевыми петлями. И теперь закрываю петли следующим образом. Завожу спицу в первую петлю, подхватываю вторую и вывожу вторую петлю вперед. Провязываю эту петлю, то есть протягиваю нить через 2 петли, снимаю со спицы эти петли, возвращаю петлю и протягиваю следующую через эту петлю. Провязываю, снова снимаю, возвращаю и опять провязываю. И закрываю таким образом все петли до конца. Закрыли все петли, спрятали хвостики, и все, наш бактус готов. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!